В этом видео я хочу рассказать немножко о периодичности плодовых деревьев. В особенности это относится к яблоням. Так как яблони более склонны к периодичности, поэтому мы на яблонях и остановимся. Что такое периодичность? Периодичность у плодовых деревьев — это когда плодовые деревья один год дают урожай, а на второй год они отдыхают. Почему так происходит? Потому что в один год яблоня дает очень много плодов. Эти плоды высасывают все соки, все питательные вещества из земли, с корней. И вот в этом месте, где есть плодушка, она просто не создает в этот год плодушки. А все силы уходят на то, чтобы яблоки поспели. Когда завязываются яблоки, дерево начинает эти яблоки кормить. Эти яблоки начинают набирать размер. И в то же время вот в этом месте начинает дерево создавать плодовое образование, которое будет цвести в следующем году. Если на дереве будет очень много плодов, вот эти образования в этом году создаваться не будут. Будет вся сила уходить на питание яблочек. И когда мы собираем урожай в этом году, то получается, что на дереве вот таких образований практически не будет. Ну, конечно, дерево может создать их несколько штук, но это очень мало. А на следующий год из-за того, что вот этих образований нет, дерево, естественно, цвести не будет. И, естественно, плодов на нем не будет. Но дерево, так скажем, будет отдыхать и выращивать вот эти образования, которые будут цвести в следующем году. И получается, в таком случае дерево входит в периодичность. Из периодичности яблоню вывести очень трудно. Поэтому, чтобы не было периодичности, яблоню надо нормировать. Если яблоки растут очень близко, ближе 5 сантиметров, то здесь надо тоже их прореживать и удалять лишнее, оставляя на каждое яблочко до 10 сантиметров свободного пространства. Это Golden Delicious. Не раз я ее показывал уже в своих видео. И у меня вот такая загрузка. Здесь оставил тоже много. И яблоки как бы не набирают такого хорошего размера. Собирать урожай яблок надо аккуратно. Когда срываем яблоко, надо легонько его приподнимать вверх и осторожно, чтобы не оборвать вот эту плодовую почку. Потому что если мы это сделаем на одном, втором, третьем яблоке, то на следующий год, естественно, тоже плодов мы не увидим. Потому что мы оборвем все плодовые почки своей неаккуратностью. Вот, например, в этом месте плодового образования нет дополнительного. Но с вот этой плодовой сумки выросла вот такая веточка, которая просто облеплена плодовыми образованиями. Здесь, например, тоже есть очень такая маленькая, но здесь она большая и не нужна. Также и здесь есть. И вот в этом месте есть. Этой яблоне хватает сил, чтобы создать плодовые образования, плодовые почки. Вот в этом месте есть одна, вторая, но в этом месте, вот где яблочко растет, вот здесь нету. И вот на этом яблочке нету. А на следующем уже есть. Вот это плодовое образование. И вот здесь нет. Но вот эта веточка выросла из той плодовой сумки. И у нее на конце плодовое образование, которое зацветет в следующем году. А на вот этой яблоне урожая в этом году нет. Не знаю почему. Ну, видать, была холодная весна. И вот только одно яблоко здесь в нижней части, в первом ярусе. И практически ничего нет. Но зато эта яблоня отдыхает в этом году. И уже здесь плодовые образования такие большие, мощные, потому что в яблоне очень много силы.
И здесь нет веток таких, на которых не было вот этих плодовых почек. Здесь вся яблоня, даже можно сказать вот на самом конце, это тоже плодовое образование, которое может зацвести. Поэтому в следующем году обрезку я уже буду здесь делать щадящую, поскольку яблонька будет 5-й год, и она уже сформирована так, как надо. Дальше яблоню можно не трогать, а только чуть-чуть подправлять. Возможно, те места, где, ну, видно, что реально веточка мешает. А так, вот такая яблонька. Ну и еще следующую тоже покажу. Это тот же сорт. Здесь тоже вот интересное совпадение. Тоже одно яблоко на этой яблоне. Но плодовых образований очень много. Поэтому, если в следующем году меня погода не подведет, то это 1 и 2 яблонька, так скажем, наверстает упущенное и все-таки отдаст мне свой урожай. Или даже не свой, а мой урожай. Так что на этом я буду заканчивать это видео. Кому оно было интересно, полезно, пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. И до следующих видео.